2, 1, go! Psychonauts 2 или Психонавты 2. Продолжение, которое появилось спустя 16 лет после первой части, и они даже не побоялись продолжить это дело напрямую, без каких-либо таймскипов. И у руля до сих пор те же самые разработчики из Double Fine, возглавляемые Тимом Шейфером, но теперь они под крылом Microsoft. Психонавты представляют собой 3D-платформер-собиралку, или, как это принято говорить на Западе, коллектофон. Суть таких платформеров прослеживается в том, что у вас больше свободы в исследовании уровней, и для продвижения дальше обычно требуется определенное количество ресурсов, которые вы можете найти в мире игры. То есть, как в Spyro, Banjo или Mario Odyssey. Поскольку эти разработчики сделали больше квестов, чем платформеров, их влияние здесь немножко, но прослеживается, особенно в диалогах. Обычно такие игры имеют свойство быть не очень сложными по своей природе, так что же в этот раз? Вот и узнаем. Сразу стоит отметить, что геймплей психонавтов делится напополам: мир реальный и мир разума. Реальный стоит воспринимать как хаб, через который вы находите миры разума. А они уже напоминают более привычные уровни, но в отличие от других собиралок, тут хабы менее очевидны, так как им уделено почти не меньше внимания, чем мирам разума. И здесь свои вещи, которые нужны для сбора, и вещи, которые стоит сделать, чтобы пройти дальше по игре. Как и в первой части, вас сразу же отправляют в мир разума одного из персонажей и учат всем основам. И по большей части вас переучивают всему тому, что вы знали под конец первой части, минус способности, которые посчитали не столь нужными для продолжения, вроде невидимости и щита. Зато теперь есть уклонение, которое работает без особых ограничений и по ощущениям даже дает передвигаться быстрее, нежели обычным бегом. Хотя, понятное дело, на шаре левитации все равно быстрее. Также помимо привычных цензоров, из первой части добавилось множество новых врагов. Почти все враги при этом слабы какой-то одной определенной способности, и покуда вы ее не примените, то придется долго ковыряться. Например, есть слизняки, которые уязвимы строго к пирокинезу. Без него они почти не получают урона. Также стоит отметить, что разработчики решили слегка подкрутить некоторые старые скиллы, чтобы они не были столь универсальны, как раньше. Левитация теперь действует не постоянно до приземления, как раньше, а лопается после короткого промежутка времени. Пирокинез теперь АОЕ-обилка вместо точечной способности. Во многом все сделано в пользу новых скиллов, чтобы от них было больше пользы, и о них мы поговорим уже в ядре. Довольно быстро вы еще найдете местный магазин, и уже тут кроется ответ на то, может ли игра под названием Психонавты 2 претендовать на мужскую лицензию. Ответ решительный нет. Помимо очевидных минорных модификаторов для способностей, тут есть леденцы и конфеты. Конфеты ведут себя как феи в Зельде. Вы умерли? Нет, вы все восстановили. Леденцы же это ваши хилки, и ими можно запастись настолько, что у вас в жизни не будет проблем со здоровьем. Поскольку апгрейды способностей довольно бестолковые, кроме тех, что можно посчитать по пальцам одной руки, то местную валюту остается тратить только на эти самые хилки и увеличение лимита запасов. Ваше же максимальный хп становится больше, чем выше ваш ранг, который вы зарабатываете, собирая все, что есть в игре. Пигменты, наггеты и мозги, что есть только в разуме людей. А также психоядро, которое может быть и в реальном мире. Если вы любопытны, как я, ваши ранги будут повышаться очень часто, и максимальный хп улетит через крышу. При повышении ранга вы также получаете очки прокачки ваших способностей, которые могут сильно поменять принцип действия и даже помогать в исследованиях локации. Такие я советую качать в первую очередь. Некоторые из них получают такие бафы, что битвы становятся практически тривиальными. Но может в ядре ждет какой-то сюрприз? Сюрпризов нет, игра остается примерно такой же. Новые способности разбавляют процесс, но не добавляют сложности. Единственное, что вы начнете, это больше жонглировать этими способностями, потому что они не влезают в ваши активные слоты. Мой совет, если хотите освободить еще одну кнопку под способность, уберите шар левитации на прыжки через настройки. Это даже будет более привычно людям, что играли в первую часть. Но все же, что дают новые способности? Ментальная связь достается довольно рано, по идее это новый инструмент мобильности. Прыгайте от мысли к мысли, связывая их. Поначалу способность служит для решения пазлов, но после уровня, где эта способность появилась, она использовалась только как способ перелететь от точки А к точке Б. В бою не сильно нужна.
Позже по игре вам выдадут замедление, довольно крутая способность для взаимодействия с окружением и становится нереально читерской после прокачки, так как вместо точечного эффекта она получает свойство накладывать замедление огромной сферой, от чего враги уже ничего не могут с вами поделать. Последней новой способностью становится ментальная проекция. Вы создаете бумажную копию себя, что может протиснуться там, где обычный раз не может. Поначалу бесполезен в бою и занимает слот. При прокачке очень даже интересный отвлекающий маневр, который лечит вас и вредит врагам, когда те атакуют его. К сожалению, бумажный раз часто стоит на пути, отчего вы можете убить его сами, даже не заметив. За всю игру я умудрился умереть лишь один раз. Битвы с боссами могут быть затянуты, но они никогда не будут сложными. Игра богата на проработанные детали, но при этом Psychonauts 2 почти не пытается испытать вас как игрока. Даже в первой части конец игры становился довольно сложным и испытывал вас не только психически, но и физически, в то время как финал второй части это скорее простейшее, что есть в игре. Справедливости ради стоит отметить, что игра еще стремится проверять вашу внимательность и изобретательность при поиске секретов, как если бы вы решали какую-то загадку. Поэтому в историю моды записывать Psychonauts 2 все же не стоит. Перейдем к нашей доске сложности. Психонавты занимают свое место в Modern Tier, но все же ближе к story моду, нежели к Dark Souls. А опять же, разумеется, стоит учесть, что не каждый игрок будет искать все подряд, как это делаю, например, я и уверен многие из вас. Это, разумеется, может затруднить процесс. Но я все-таки оцениваю по себе, поэтому разойдемся на этом. А кстати, первая часть была бы оценена почти ровно так же, но позиция бы находилась на противоположном берегу Modern Tier.